Оперативная карта положения немецких войск на 28 октября 1941 года. На карте показана группировка 4-го корпуса 17-й армии группы армии Юг, группа генерала Шведлера, в подчинении которой находится 3 пехотные дивизии. 97-я легкопехотная дивизия, командир генерал Максимилиан Фреттерпика. 94-я пехотная дивизия, командир генерал Георг Пфайфер. И 76-я пехотная дивизия, командир генерал Максимилиан де Ангелес. Синим цветом на карту нанесено положение дивизий группы Шведлера и других немецких дивизий. Красным цветом нанесена условная схема советской полосы обороны по реке Кривой Торец и положение частей Красной Армии на рубеже обороны. На 28 октября 1941 года советские войска уже отступили из городов Славянск, Краматорск и Дружковка. С 24 по 26 октября 94-я пехотная дивизия в городе Дружковка был построен мост через реку Кривой Торец и создан плацдарм у железнодорожного вокзала станции Дружковка, с которого 97-я легкопехотная дивизия развивает успех наступления в районе села Куртовка, станция Шурково и села Белокузьминовка. Ее сосед слева – итальянская пехотная дивизия по Сулбиу, наступающая в направлении город Никитовка. Стратегический план немцев – продвижение на Ворошиловград, город Куганск. На скорость немецкого продвижения влияет дождливая погода, взорванные отступающими советскими войсками речные переправы, а также износы частые поломки техники. В этом видео мы подробно рассмотрим хронологию наступления 97-й легкопехотной дивизии генерала Фреттерпика на город Константиновка, город Часовьяр и село Ивановское, что в 5 километрах от города Артемовск. Перед нами обложка папки документов оперативного отдела штаба 97-й легкопехотной дивизии Вермахта за сентябрь-октябрь 1941 года. Документы дают нам реальную возможность заглянуть в хронологию событий осени 1941 года глазами немецкого оккупанта. Без преувеличения можно сказать, что до нас такого исследования никто и никогда не делал. А значит, перед вами уникальный материал, доступный только на этом канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить выпуски новых серий. Утром 29 октября 1941 года взятие и зачистку города Константиновка по приказу группы генерала Шведлера было поручено выполнять частям 97-й легкопехотной дивизии. Ее командир – генерал-майор Максимилиан Фреттерпико. С началом войны против СССР 97-я легкопехотная дивизия была преобразована в егерскую. Эмблема дивизии и ее отличительный тактический знак – перо Тетерева. Егеря дивизии наносят эмблему Тетерева на свою военную технику. На разных немецких фото можно заметить этот отличительный знак. Структуру и состав 97-й ЛПД мы можем увидеть на представленной графической схеме. Каждый графический элемент на этом листе – специальный тактический знак, который обозначает структуру подразделения дивизии и ее вооружение. Примечательно, что все легкопехотные дивизии Вермахта формировались по штатам горнострелковых, поэтому 97-я легкопехотная дивизия вместо 3 имела всего 2 пехотных полка – 207-й и 204-й, а также облегченные тыловые части. Каждый пехотный полк 97-й ЛПД состоит из 3 батальонов. Каждый батальон имеет 3 стрелковых роты. Общая численность дивизии по состоянию на июнь 1941 года – около 13 700 человек. В эту цифру входит 1 командир дивизии и 418 офицеров, 100 младших интендантов вспомогательных служб, 2149 унтер-офицеров и 11 032 егерей. Кроме 2 пехотных полков, 97-я легкопехотная дивизия по штату имеет 81-й артиллерийский полк с 7 батареями. В нем 3 легких артиллерийских дивизиона, 2 двухбатарейного и 1 трехбатарейного состава, плюс 1 тяжелый артиллерийский дивизион двухбатарейного состава. В каждой батарее по 4 орудия, 4 легкие полевые гаубицы калибра 105 мм в каждой батарее и 8 тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм. При этом следует отметить, что легкие полевые гаубицы на конной тяге, а 150 мм гаубицы моторизованные. Также в составе дивизии 97-й разведывательный отряд на велосипедах, 97-й саперный батальон, 97-й истребительно-противотанковый дивизион с 37 миллиметровыми противотанковыми орудиями,
97-й отряд связи и другие вспомогательные подразделения. Штурмовое орудие и противотанковое орудие на самоходных лафетах в 97-й ЛПД отсутствовали. Состав вооружений 97-й ЛПД «Фреттер Пико». 600 пистолетов-пулеметов, 351 ручной и 54 тяжелых станковых пулемета, 60 легких 50-мм ротных и 36 тяжелых крупнокалиберных 80-мм минометов, 45 противотанковых пушек калибром 37 мм, 28 легких полевых гаубиц калибром 75 мм и 8 тяжелых полевых гаубиц SFH-18 калибром 150 мм. Хронология событий из журнала боевых действий Kriegstagebuch дивизии за 28 октября 1941 года. 97 leichte Infanteriedivision nimmt Перевод с немецкого. Около 11:00 командный пункт штаба 97-й дивизии наконец достиг расположения полка. Таким образом, командование полком снова в руках дивизии. После ознакомления с обстановкой командир дивизии, генерал-майор Фреттер Пико, приказал: 207-й пехотный полк овладевает районом станции Ашурково с востока на запад. Для обеспечения безопасности первого батальона обеспечить прикрытие юго-восточнее на перекрестке дорог 1,8 километров юго-восточнее высоты 97,2. Второе. 204-й пехотный полк своим основным составом достигает остановочного пункта в районе Дружковка, станция Дружковка. Произвести разведку занятия русскими войсками железнодорожной линии на юго-восток до Константиновки. Участок для разведки Часов-Яр. Намерение дивизии к дальнейшим действиям. Маршрут Гриевка, Дружковка, Афанасьевка. Как путь снабжения дивизии был невозможен, о чем неоднократно сообщалось группе Шведлера. 28 октября маршрут снабжения должен был проходить через Константиновку. Здесь асфальтированная дорога. Поскольку разведка показала, что в Константиновке находится только один батальон противника, предположительно переброшенный туда из Алексеевки, ее, Константиновку, вероятно, может занять один усиленный полк. Поэтому в намерениях дивизии для дальнейших действий использовать постоянно асфальтовую дорогу Константиновка-Артемовск, о чем штаб командования дивизии сделал соответствующее предложение группе Шведлера. Для этой цели 204-й пехотный полк поступает на Константиновка, а 207-й пехотный полк на Ивановское. Соответствующие распоряжения уже были отданы полкам. Когда в 16:00 поступил следующий групповой приказ: 97-й легкопехотной дивизии взять направление на Артемовск, для чего сначала овладеть трассой Дружковка-Константиновка-Артемовск, затем сформировать плацдарм на Артемовск. Важно принять меры предосторожности в Артемовске, чтобы обеспечить быстрый проход на Кагановичи. Так раньше назывался город Попасная. Этот приказ корпуса соответствовал решению дивизии наступать на Артемовск. И так как распоряжения полкам были отданы до прибытия группового приказа, он снова был независимым. К вечеру того же дня, без контакта с противником, 207-й пехотный полк, район Белокузьминовка, станция Ашурково. Один батальон, новое место 4 километра севернее города Дружковка, для прикрытия юго-восточного направления. 204-й пехотный полк, одна рота Дружковка, станция Дружковка. Моторизованные части дивизии оставались неподвижными. 97-й противотанковый артиллерийский дивизион расположен в Дружковка. 4-й дивизион 81-го артиллерийского полка находится в Лозовой. 97-й разведывательный батальон находится в Новоэкономическое. На 29 октября полкам 97-й легкопехотной дивизии были отданы следующие приказы. 204-й пехотный полк в 7:00 в полном составе выдвигается для овладения дорожным узлом и промышленным центром Константиновка. А. С целью массовым броском полка восточнее участка реки Кривой Торец, проходя по участку только с боеспособными ударными подразделениями. Выделить саперов. Цель – окружить Константиновку с севера. Б. После овладения Константиновкой произвести ее зачистку. Держать батальоны плотно друг к другу для охраны важных промышленных предприятий. В. Боевую разведку провести, как только станет светло, для выяснения положения противника по обе стороны дороги Дружковка-Константиновка. Г. Наносить огневые удары артиллерии заблаговременно и постоянно. 26 октября сосед 97-й ЛПД по левому флангу
94-я немецкая пехотная дивизия командира генерал-лейтенанта Георга Пфайфера передает штаб группы генерала Шведлера сведения, добытые из показаний советских военнопленных. По их информации, штаб 676-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии полковника Слышкина находился утром 26 октября в городе Константиновка. Также военнопленные подтверждают ранее полученную информацию о том, что трасса Константиновка-Артемовск перерезана в двух местах противотанковыми рвами, примерно от 5 до 10 километров к западу от Артемовска. Вдоль шоссе Константиновка-Артемовск на господствующих высотах вдоль трассы русскими оборудованы огневые точки из скопанных в землю тяжелых танков. Немцы опасаются передвижения по заминированным асфальтовым шоссе. Подчиненным дивизиям 17-й армии вермахта разослан документ, где показан русский минный барьер по дороге в Лозовой. Слева от шоссе расположена лесопосадка, а перекопанная дорога направляет транспортный поток в ловушку. Глубокое минное заграждение справа от шоссе. Продвижение немецких войск такая ловушка не остановит, но несколько замедлит. 207-й пехотный полк в 7:00 достигает рубежа Грузская и Екатериновка и всем составом готов здесь к дальнейшему продвижению с целью захвата Артемовска. Вечером 30 октября Артемовск должен быть взят и завоеван плацдарм через реку Бахмутка. С рассвета 29 октября и далее продвигаться по трассе вперед. По возможности еще 29 октября достичь окраины города Артемовск. Особое внимание к северному флангу, который еще не прикрыт. Провести разведку там же. В 9:30 2-й батальон 204-го пехотного полка, преодолев слабое сопротивление русских, по асфальтированной дороге достиг окраины города Константиновка и быстрым броском занял ее. В Константиновке русскими были тщательно уничтожены промышленные предприятия и все мосты. Командование дивизии ожидало сопротивления русских в составе одного батальона. По-видимому, русские отошли к Артемовску после того, как все промышленные предприятия были уничтожены их саперными отрядами, оставив после себя очень слабые арьергарды. Здесь стоит остановиться, чтобы дать небольшую справку по уничтожению заводов и инфраструктуры Константиновки. Действительно, согласно документу 12-й армии, с 20 по 27 октября силами 50-го отдельного саперного батальона в районе Константиновка-Сурова были взорваны 7 мостов через реку Кривой Торец. В районе Константиновка-Землянка взорвано 12 мостов. С этого момента правая часть Константиновки отрезана от левой. 21 октября со станции города отходят последние эшелоны, в которых 88 вагонов с ценным имуществом заводов. 7 заводов Константиновки частично эвакуируются в Сибирь и Среднюю Азию вместе с ценными специалистами и их семьями. Органами НКВД созданы оперативные группы из числа представителей заводского руководства и городского совета, которые подготовили план уничтожения важных объектов города. Группа саперов из 50-й ОСБ совместно с оперативными группами проводит уничтожение объектов, согласно намеченного плана. Его цель – не допустить быстрого возрождения производства немцами. Часть ценного оборудования старается укрыть таким образом, чтобы при подрыве несущих стен завалить его и критически не повредить. В тот же день, 21 октября, в городе прозвучала канонада первых взрывов и подпалов. Весь город со стороны промзоны окутал густой черный дым, наполняя дома жителей едким чадом. За сутки саперам удалось уничтожить практически все заводы города. Взорван этап же, хлебозавод, полностью сожжен трампарк вместе с вагонами, перебиты водогоны и насосные станции. ЖД-пути заминированы, а местами на участке Дрыжковка-Константиновка и Синоватая частично разобраны или заграждены. Телеграфные столбы спилены, зернохранилище спалено вместе с зерном. Взорвана подстанция. В городе отсутствует электричество. Улицы стали пустынны. Город по сути мертв. Иван Мелеш, заместитель политрука из 676-го СП 15-й стрелковой дивизии. Его ударный 676-й стрелковый полк был сформирован под Днепропетровском из остатков 192-й горно-стрелковой дивизии 20-х числах августа и придан 15-й СД полковника Слышкина. Сама 192-я горно-стрелковая дивизия 19 сентября 1941 года была расформирована как погибшая. Мелеш, автор книги и очевидец тех событий, напишет в своем дневнике. 21 октября. Стояли на окраине Константиновки. Мы видели десятки горящих в городе заводов. Взрывы гремели весь день и вечер. Едем в сторону Артемовска. Мы сдаем такой важный город без единого выстрела. Что делается? Это не ясно. Однако никто из нас этого не знает. 22 октября Константиновку покидают городской совет, горком партии и сотрудники органов милиции. 24 и 25 октября через Константиновку на Артемовск отступает подразделение 15 СД.
97-й пограничный отряд войск НКВД и другие разрозненные части Красной Армии. С этого момента начался короткий период безвластия. Кем-то массово запущенный по городу пошел слух, что убежавшие коммунисты разрешили растянуть остатки уцелевшего имущества. Некоторые жители, осмелившись, потянули к себе домой казенное имущество с ближайших уцелевших учреждений города. Все продовольствие в Константиновке было уничтожено. Школы и большие здания взорваны. Повсюду картина опустошения. Найдены только кучи чугуна и угля. Командный пункт дивизии был переведен в Константиновку. 207-й пехотный полк, задержавшийся из-за неблагоприятных дорожных условий, силами 2 батальонов к 15:00 занял город Часовьяр. Разведчики были направлены в село Ивановское и во второй половине дня обнаружили, что оно не занято. Прервемся на некоторое время от чтения журнала боевых действий и установим персоналии немецких военачальников. Командир 207-го пехотного полка, полковник Карл Филиппи, который 29 октября рапортует о взятии Часовьяра, погибнет на следующий день на западной окраине Артемовска. Награда «Рыцарский крест Железного Креста» будет присвоена ему посмертно 2 ноября 1941 года. В документах дивизии по этому поводу запись. 17 часов 8 минут. Радиодонесение. Расположение в Ивановска. Упорная оборона противника. Артиллерийских ударов пока не было. Тяжелая пехотная дивизия заняла западную окраину Артемовска. Артиллерия в Ивановское задерживается. Постоянные новые разрушения в Артемовске и прилегающем заводском центре. Много дорожных работ. Полковник Карл Филиппи убит. Это большая потеря для немцев и удача для бойцов советской 15-й стрелковой дивизии. Должность командира 207-го пехотного полка с 4 ноября 1941 года вступает Альбен Наке. На редком фото справа от командира 97-й ЛПД Фреттер Пика стоит новый командир 207-го легкопехотного полка Альбен Наке. Редкий кадр, снятый скорее всего где-то между городами Дружковка и Артемовск. На нем командир 97-й легкопехотной дивизии Фреттер Пика инструктирует командира 2-го батальона 204-го пехотного полка, капитана Эрнста Нобиса. 21 января 1942 года капитан Эрнст Нобис будет награжден рыцарским крестом и станет командиром 204-го пехотного полка, получив звание майора. Также не будет лишним подчеркнуть, что 29 октября 1941 года в 9 часов 30 минут именно 2-й батальон легкопехотного полка под командованием капитана Эрнста Нобиса захватил город Константиновку. Части 97-й дивизии почти всегда сталкивались в России только с плохими дорогами, пылью или грязью. А теперь целая асфальтированная дорога. До сих пор медленный путь по дороге превратился в бодрый марш для мотострелковых частей, в то время как все моторизованные части все еще безнадежно увязали в грязи и пыли позади них. Всегда приподнятое настроение солдат дивизии усилилось еще больше, а сапоги, избавившись от грязевых комьев, бодро зашагали по дороге в Константиновке. Города с населением 150 тысяч человек. Один завод за другим, все полностью разрушено. А теперь еще и моторизованный передовой отряд. Подобная Константиновке ситуация наблюдается и в Дружковке. В немецких документах 94-й пехотной дивизии сказано, что в Дружковке все заводы взорваны русскими при отступлении, а продуктовые запасы целенаправленно уничтожены. Зерно сожжено, а тонны сахара и круп просто высыпаны в реку. Брошенный советами эшелон с грузом пшеницы и овса разграблен местным населением. Информация соответствует действительности. Например, советский документ от 29 октября 1941 года, в котором интендант Ушеренко информирует штаб 12-й армии о том, что приказ уничтожения хлеба был получен поздно. Уничтожить хлеб на полях полностью не удалось, а уничтожено частично. Колхозникам ничего не роздано за отсутствием времени и наступлением темноты. В штабисте 97-й легкопехотной дивизии ошиблись в оценках количества населения Константиновки почти в 2 раза. До начала войны в 1939 году в городе проживало 95 807 человек. С началом немецкой оккупации, в начале февраля 1942 года, штаб 17-й армии Вермахта, расквартированный в Константиновке, проведет более точную оценку количества населения оккупированных городов Донбасса. В документе мы можем видеть сводную сравнительную таблицу по городам. В городе Константиновка по состоянию на февраль 1942 года проживает примерно 70 тысяч человек. Из них 15 тысяч детей в возрасте до 14 лет. На предприятия военной промышленности немцам удалось привлечь около 900 человек. На коммунальных предприятиях города работает 450 человек. Этнических немцев, проживающих в городе, 1200 человек. К этому времени в городе заработала карательная машина нацистов, поэтому вместо цифры в графе «евреи» указан прочерк.
Невозможно себе представить, как далеко продвинулась бы дивизия, которая всегда привыкла побеждать. Приказы на 30 октября штабом дивизии уже были отданы, когда примерно в 22:00 поступил групповой приказ. Выдвижение 30 октября на усмотрение дивизии. Руководствуясь своим собственным решением, командир дивизии приказал 207-й пехотный полк захватить плацдарм Артемовск, выдвинувшись туда основными силами в 7:00. 204-й пехотный полк, подошедший к 8:00, достигает района вокруг села Ивановское. Один батальон 204-го пехотного полка остается в Константиновке для охраны тыловой дороги снабжения, поддержания порядка в Константиновке и обеспечения непрерывного движения тыловых транспортных колонн. Другим мотчастям и отдельным подразделениям было приказано в обязательном порядке закрепиться в Константиновке. 28 октября генерал Шведер совместно со штабом группы провел оценку ситуации, в которой дал полную характеристику текущей обстановки на фронте. Противник, по словам Шведлера, больше не может считаться равным. Это части 230-й и 15-й русских дивизий. Их артиллерийское оснащение очень слабое. Противник более не готов дать серьезный бой. Скорее всего, можно предположить, что русские попытаются продолжить свое нерешительное ведение боя и будут использовать свое преимущество в наших дорожных трудностях, от которых мы страдаем. И далее русские будут выигрывать время для дальнейших разрушений в промышленной зоне. Если погода будет нам благоприятствовать, такого противника нам будет легко устранить. Задача, поставленная перед группой Шведлера, продвинуться до Ворошиловграда. Это требует дальнейшего наступления на протяжении более 130 километров. Даже с учетом слабого сопротивления противника, поставленная нам задача выдвигает повышенные требования к собственным войскам. Прежде всего, трудность заключается в плохих дорогах, которые чувствительны к погоде. Расстояние до объектов снабжения армии слишком велико. Запасы горючего и боеприпасов, которые необходимы для проведения операции в районе Бахмута, могут быть обеспечены только после приближения железнодорожных путей сообщения, хотя бы от Барвенкова или Славянска. И даже в этом случае нам придется всю нагрузку снабжения возложить на моторизованные части корпуса. Другим необходимым условием для проведения дальнейшей операции является качественное улучшение средств связи 97-й легкопехотной дивизии. Как уже неоднократно сообщалось, эта надежная и вполне боеспособная дивизия фактически уже не может быть развернута, так как ее тыловой отряд пришел в негодность. Группа Шведлера приняла решение. Первое. Группа как можно скорее выдвигается в сторону Бахмута, правый фланг в районе Артемовска. Второе. Венгерский корпус после прибытия в город Славянск будет переброшен через Константиновку на Артемовск. Третье. Как только будет обеспечен запас топлива, осуществить быстрый секционный прорыв на Ворошиловград. Краткие выводы. Город Константиновка был оставлен без боя частями 15-й стрелковой дивизии 12-й армии. Мосты, промышленные предприятия и запасы продовольствия были уничтожены специальными отрядами. 29 октября 1941 года город Константиновка был занят войсками 204-го пехотного полка 97-й легкопехотной дивизии. Город Часовьяр был взят частями 207-го пехотного полка 97-й ЛПД. Командир 207-го полка был убит 30 октября при наступлении в селе Ивановское. Это была среда 29 октября 1941 года, когда город Константиновка и его население оказалось в немецкой оккупации, которая продлится 22 месяца и унесет много человеческих жизней. Это видео опубликовано в 2025 году. Между нами 84 года. Так совпало, что календарь 2025 совпадает с календарем 1941, и Константиновка снова в огне захватнической войны.